А вы знаете, что абсолютно любыми движениями орхидей можно управлять? Или, быть может, вы вообще не знаете, что растения способны двигаться? Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Любой живой организм отличается от неживых объектов тем, что обладает определенными жизненными свойствами. К таким свойствам относятся питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение и движение. В разговоре мы нередко используем фразу «движение – это жизнь». И действительно, все живые существа на нашей планете обладают этим свойством. Маленькие и большие, разумные и не очень. Все они движутся. Как движутся растения? Ведь внешне это совсем незаметно. Какие же есть движения у растений? Ростовые движения бывают двух типов – тропические или тропизмы и настические или настии. В основе абсолютно всех тропизмов или ростовых движений растений лежит явление раздражимости. Тропизмы возникают под действием различных внешних раздражителей, под действием света, и это фототропизм, силы тяжести, геотропизм, воды или влажности, гидротропизм, химических веществ, хемотропизм, тепла, термотропизм и некоторых других факторов. В этом видео в качестве биологической основы моего метода управления корнями орхидеи будет лежать один из видов тропизма, а именно гидротропизм, или направленное ростовое движение корней в сторону более влажных мест. На физиологические процессы всех видов тропизмов оказывают влияние фитогормоны, что было установлено в теории холодного вента. И вот уже более года в разных видео с разными интерпретациями, с разной подачей я знакомлю вас с явлением гидротропизма. И до выхода предыдущего видео на этом канале я искренне полагала, что никаких вопросов по этой теме уже не осталось. Но я ошибалась. Продолжая показывать корни своих орхидей, зрители по-прежнему недоумевают, как я это делаю, как я выманиваю корни орхидей в том месте, в каком мне это надо. И столько корней, сколько я захочу. Отвечая на поставленный мною вопрос, большинство предпочло использовать волшебные средства, а именно лекарственные приемы по выманиванию корней у орхидей, и это использование алоэ и толстянки. И действительно, выманить корни орхидей из ствола с использованием натуральных, 100% природных средств не составит никакого труда. И если у вас есть хоть какие-то проблемы с корнеобразованием у орхидей, или если вы живете в такой стране, где различные стимуляторы, активаторы, фитогормоны не продаются вовсе, решить проблему очень просто. Пройдите в плейлист «Целебные снадобья для орхидей». В этом плейлисте вы найдете с десяток самых разнообразных природных средств и растений, которые помогут вам выманить корни из ствола орхидеи легко и просто. Природные способы корнеобразования легки, просты, доступны, экологичны и абсолютно бесплатны. Все, что вам нужно, это внимательно изучить плейлист «Целебные снадобья для орхидей». Почему я говорю «внимательно»? Потому что большинство зрителей смотрят канал поверхностно. И это главная проблема дальнейших недопониманий и ошибок. Не изучив канал целиком и не видя полностью картину, можно сделать неправильные выводы и пойти не в том направлении.
Правильным является то направление, когда зритель изучает суть орхидей, начиная с физиологии этих растений. А физиология любого живого растения такова, что его корневая система всегда будет направляться на поиски воды. Даже если эта вода не находится внутри горшка растения, а стоит в любой емкости рядом. Вы думаете, это корни орхидеи? Нет, это корни алоэ, которые нашли воду в емкости рядом с горшком. Те зрители, которые смотрят канал с самого начала, знают, что я очень давно веду исследования корней орхидей, их поведенческих особенностей. Для того, чтобы напоить орхидею разово или обеспечить ее регулярным поступлением воды, я использую самые разные фитили, естественные и искусственные. Системы жизнеобеспечения орхидеи водой постоянно совершенствуются, и я нахожу все новые и более совершенные способы регулирования подачи воды орхидеям. И это нужно не только для того, чтобы значительно упростить собственную жизнь, но и для того, чтобы сделать жизнь орхидей комфортней и счастливей. Метод, о котором мы поговорим в сегодняшнем видео, подойдет вам не только для создания рукотворных корней, но и в том случае, если вам нужно покинуть свои орхидеи, в том числе надолго, или если на данном отрезке вашей жизни у вас нет возможности уделять вашим орхидеям достаточного количества времени. Все, что вам для этого потребуется, это емкость с водой и правильная тряпка. Да-да, вы не ослышались, это не фитиль в виде веревки, и это не салфетка, это именно тряпка, правильная тряпка. Знаете выражение «размер имеет значение». В данном случае качество тряпки имеет значение. И не смотрите, что эта тряпка у меня уже видавшая виды, то есть грязная в некоторых местах. Это самая лучшая тряпка, которую мне удалось найти по водопроводимости. Материалом, из которого изготовлена тряпка, является смесь вискозы и хлопка, а сама тряпка – это бывшая в употреблении нательная вещь. Я протестировала великое множество самых разнообразных фитилей, бинтов, шнурков, материалов и их комбинаций. Нет ничего лучше старой, использованной хлопчатобумажно-вискозной тряпки. Посмотрите, как быстро она проводит воду. Намокание тряпки происходит буквально на наших глазах, а потом она очень долго удерживает эту воду. В то же время этот материал является 100% натуральным и экологически чистым, а значит обладает не только прекрасной водопроводимостью, но и воздухопроводимостью. И корни орхидеи, покрытые этой тряпкой, смогут не только пить, но и дышать. Итак, главное недостающее звено в этом уникальном методе выманивания корней мы узнали, и это обыкновенная тряпка. А теперь поговорим о деталях. Выманивать корни или поить длительно и очень длительно с помощью этого метода можно абсолютно любые виды орхидей или даже просто растений. Вы можете поместить емкость с водой в горшок орхидеи, если эта орхидея содержится в вашем уходе без субстрата. Или поставить емкость с водой любого размера рядом с горшком с орхидеей. Чем больше и объемнее емкость для воды, тем дольше ваша орхидея будет ею снабжаться. Если вы никуда не планируете уезжать, емкости могут быть маленькими. Вам придется раз в день или раз в несколько дней
в зависимости от потребностей вашего растения, их пополнять. Я настоятельно рекомендую применить этот метод тем, кто до сих пор не понял, сколько воды нужно орхидее. Накройте корни орхидеи так и поставьте рядом емкость с водой. И наблюдайте, как быстро вода в емкости закончится. Каждый раз, когда я рекомендовала этот метод в приватных беседах, я в дальнейшем слышала восторженные восклики. «Стаканчик уже пуст, а не прошло и полчаса, а не прошло и часа». Это значит, что у данного владельца орхидея находилась в хроническом стрессе из-за нехватки воды. Но этот метод поможет вам не только напоить вашу орхидею и проверить, хватает ли ей воды. Этот метод поможет пробудить несметное количество меристем на корне орхидеи. Из одного корня 10-20 ежик корней. Как думаете, такое возможно? Конечно, возможно, если знать, что такое меристема на корнях орхидеи и как ее пробудить. На стебле орхидеи, на цветоносах орхидеи и, конечно же, на корнях есть огромное количество непробужденных меристем. Каждую из них можно пробудить, зная о гидротропизме. То есть сделать это, используя воду или водный настой лекарственных трав. В данном случае использовалась обыкновенная дождевая вода. Чем больше тряпка и чем объемнее сосуд с водой, тем на более продолжительный период времени вы можете оставить свои орхидеи, а приехав, увидеть вот такой результат. Корни по направлению к тряпке будут расти буквально ежиком. А вот дальнейшим направлением роста корней вы сможете управлять сами. Если, конечно, вы хорошо усвоили теоретическую часть этого видео. Корни ваших орхидей могут расти туда, куда вы им укажете, там и туда, где вы для них оставите воду. И если корни ваших орхидей находятся где угодно вокруг горшка, но только не внутри него, хорошо подумайте и проанализируйте, какому тропизму подчиняются корни ваших орхидей, что они ищут вне посадки. И если где-то на просторах интернета вы услышите глас вопиющего о том, что корни у орхидеи растут не туда, или же надо уехать, а орхидеи оставить не с кем, отправьте его на канал «Классика орхидейного жанра» и укажите на это видео. Напомню, этот метод позволяет вырастить великое множество корней у любого вида орхидей, будь то ванды или фаленопсисы. Для этого вам потребуется хотя бы один корень вне субстрата. Корень, который вы сможете накрыть волшебной тряпкой. Если после просмотра этого видео вы захотите попрактиковаться в управлении корнями орхидей или посоветуете этот метод кому-то другому, не забудьте указать первоисточник. Не забудьте рассказать, где вы получили это знание. Иными словами, при использовании материалов этого или любого другого видео на канале активная ссылка на канал «Классика орхидейного жанра» обязательно. Управлять корнями орхидей просто, и это очень интересно делать, если понимать суть. Их можно направить вверх, вниз, влево, вправо и даже поменять их направление зигзагом. А можно направить четко вглубь посадки так, что они уложатся в горшке штабелями. Даже если этот горшок узкая и высокая пластиковая бутылка. Даже если в этой бутылке им придется набиться
как селедкам в бочке. Теперь, обладая этим знанием, вы можете буквально управлять корнями орхидей. Поделитесь ссылкой на это видео с другими, чтобы не только вы, но и любой другой любитель орхидей мог управлять корнями своей орхидеи. Я очень надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным и полезным, и вы с пользой провели 15 минут на канале «Классика орхидейного жанра». Ну а теперь уже по традиции я попрошу вас поставить пальчик вверх под видео, подписаться на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.